Серия довольно интересная. Хо Юйхао постепенно становится сильнее, особенно благодаря действию двух пилюль, которые недавно он поглотил. Даже первая печать ледяного шелкопряда почти снята. А это значит, что Хо Юйхао может использовать больше силы из миллионного кольца. Например, сейчас сила его первого духовного кольца стала сравнима с силой 600-летнего духовного кольца. Хо Юйхао упорно тренировался, в старании ему не занимать. Кто изменился больше всего за эти 3 месяца, так это Хо Юйхао. Вначале он был на жалком 11 ранге, самым слабым из класса, но теперь он стал в разы сильнее. Благодаря его усердию и силе воли он получил признание и восхищение одноклассников. Его духовная сила начала улучшаться в течение этих 3 месяцев. Он достиг пика 17 ранга и был близок к прорыву на 18-й. Это было благодаря тому факту, что он еще не стабилизировал свой фундамент после принятия пилюль, для того, чтобы сделать прорыв в культивации. Сейчас можно уверенно сказать, что его нынешний талант уже не был таким никчемным, как в то время, когда он только прибыл в Академию Шрека. Было интересно увидеть потомка Махандзюня с духом злобного огненного феникса. Именно злобного, потому что Мася Атао с трудом его контролирует. Это настоящая борьба. Она является одним из лучших учеников Академии внутренней части. Даже Бэйбэй с его силой пока еще во внешнем дворе Академии Шрека. Очень интересно, какие же еще сильные ученики есть во внутреннем дворе. В анонсе показали Маси Атао, которая подходит к Хо Юйхао, Ван Дуну и Сяо Сяо. Удивительно, но когда она активировала кольца, их у нее было 6. Эта девушка в красном была тем духовным императором огненного типа, который почти не стал причиной смерти Хо Юйхао и Ван Дуна. В таком возрасте иметь такую силу, простыми словами сложно описать всю невероятность ее таланта. За всю историю континента 20-летний духовный император 60 ранга мог считаться одним из самых талантливых людей. Такой талант был даже сравним с 7 монстрами Шрека первого поколения. Однако была одна серьезная проблема. Маси Атао не контролировала огонь внутри себя. Если злой огонь разрушит ее сознание и возьмет верх, это будет катастрофой для всей Академии. Как потомок Махандзюня, ее дух – легендарный огненный феникс. Это не то, чем так просто управлять. На самом деле Маси Атао искала мастера с атрибутом льда, который мог бы облегчить страдания ее сердца из-за злого огня. Ледяной шелкопряд в теле Хо Юйхао как раз вовремя вмешался. Как сказал учитель, это была энергия ледяного типа самого высокого уровня. Ее чистота намного превосходит чистоту злого огня Феникса, и она несколько напоминает абсолютное ледяное дыхание древних ледяных драконов. Она полностью подавила воздействие злого огня Феникса на тело Маси Атао, даже более эффективно, чем все методы, которые перепробовали учителя. Согласно анонсу, Маси Атао пришла к Хо Юйхао и попросила показать его боевую душу. Она хотела выяснить, как он смог заморозить ее огонь. С тех пор, как злой феникс внутри нее был подавлен тем загадочным элементом льда, злобная природа ее боевой души не беспокоила ее 3 месяца. Однако, та ледяная аура была постепенно обработана пламенем феникса, из-за чего отрицательная реакция ее боевой души начала снова появляться. Она иногда пользовалась помощью Сюй Санши из-за его черепахи водного типа. Она заимствовала у него немного силы, которая подавляла злой огонь в своем теле. Для Сюй Санши это было также полезно и закаляло его дух. Но сейчас она пришла не к нему, а к Хо Юйхао. Противостоять ей, мастеру с 6 духовными кольцами, сейчас не может ни он сам, ни Ван Дун. В конце серии Хо Юйхао, Ван Дун и Сяо Сяо выбрали направление обучения. Направления, о которых говорила учитель Джоуи, были разделены на следующие ветви: атака, защита, контроль и поддержка. Это были 4 типа духовных мастеров. Во время первых 3 месяцев обучения все учились в одном классе по одной и той же программе. Однако, когда начнутся настоящие уроки первоклассников, все будут разделены на типы. В конце концов, между путями культивации духовных мастеров из разных категорий была довольно большая разница. Почему все 3 выбрали направление контроля? Совершенно очевидно, что Ван Дун не хотел разделяться с Хо Юйхао. Учитель сказала, что у Ван Дуна явно самый высокий уровень культивации во всем классе, но его с трудом можно назвать гением. Это правда, что они будут в разных классах. Однако духовные мастера системы атаки и системы контроля всегда ходят вместе. Учитель приказала: быстро зачеркни это и напиши мне нормально. Ван Дун быстро изменил слова «система контроля» на «систему атаки» и вернул листок Джоуи. С его духом ему и правда будет полезнее учиться в направлении атаки. Что касается Сяо Сяо, то ее боевой душой является крайне редкий котел сокрушающей души, который считается одним из лучших боевых душ.
Основным свойством котла является поддержка других. Почему же она написала здесь систему контроля? Как сказала Сяо Сяо, ее котел отличается от обычного котла, сокрушающего души. Он может и атаковать, и поддерживать других, и даже использовать его для защиты. Его можно считать мутировавшим духом, известным как котел 3 жизней, сокрушающий души. Но это все равно не имеет никакого отношения к контролю. Потом Сяо Сяо рассказала о своем 2-м боевом духе, который может и контролировать, и поддерживать. Вот почему Сяо Сяо выбрала это направление. События развиваются все интереснее. Большое спасибо за просмотр. Как вы думаете, что же сделает Хо Юйхао, когда столкнется с Ма Сяо Тао? Подписывайтесь на канал и всем пока.